Всем привет, вы на канале Toy House, здесь лучшие обзоры для кого? Правильно, для вас, для самых лучших людей. И, кстати, опять заговорили о блокировке YouTube, поэтому вы можете подписаться на меня в Рутубе и Яндекс.Дзен. Туда выходят ролики постоянно. На Рутубе, кстати, можете смотреть быстрее, поэтому подписывайтесь обязательно, чтобы не терять меня и смотреть обзоры на различные тачки. А сегодня у нас будет ВАЗ-2120 Надежда. Это автолегенды. Новая эпоха, короче, номер 12. Я приобретаю данные модели по подписке. Вы можете искать в интернете, так будет гораздо быстрее, потому что эти модели уже практически, наверное, недели 3 назад, может быть, появились в продаже. А у меня, вот видите, они только что. Кстати, я их снимал уже на Рутубе. В общем-то, что? Давайте открывать, смотреть. В принципе, модель, сразу могу сказать, прикольная, потому что очень редкая. Выпускали, по-моему, один раз ее. Стоимость была в районе 3000 рублей. Ну, а это, соответственно, ну, сейчас подорожало, конечно. Здесь написано 800 рублей цена на журнале, я смотрю. Ладно, открою, покажу. АСМР. Пошуршим, да? Моделька. Вот вам еще. Запах, к сожалению, журнала не могу передать. Запах журнала, конечно, прикольный. Он такой ароматный. Ну, не знаю, может, кому-то не нравится. Мне нравится такой запах краски, да. Значит, вот написано здесь 800 у нас рублей стоила данная модель. Ну, я, по-моему, за подписочку-то отдал в районе 1800, что ли, если я не ошибаюсь. Ну, что-то такое, дороговато стало. Во-первых, доставка подорожала, от 100 рублей стала она 200. А почему-то обещали, когда вы будете подписываться и платить карточкой, то будет вам бесплатно. В итоге бесплатно ничего нету, да. Есть бесплатно сыр в мышеловке, как говорится. Я жду единственную вот эту секретную модель, а потом, скорее всего, от подписочки я откажусь. Потому что смысла нету. Долго все это ждешь, ценник. Ну, никаких, в принципе, плюсов от подписки я не вижу, по сути. Потому что, знаете как, проще раз там купил модель, ту, которую надо. Тем более они вот заранее появляются на некоторых сайтах, да, там, ну, в принципе, вот на Унамаге, да, за месяц вполне можно забронировать модель и получить ее. Так что, как бы, Kiosk Collection тот же выставляет постоянно, кстати, тоже эти модели. Поэтому смотрите сами. Вот единственное, жду вот эту секретную модель, но я думаю, что будет какая-то... Посмотрим, ладно, в 20-м выпуске обещали. Смотрим. Значит, вот она, Лада Надежда. Видел такой автомобиль несколько раз. В принципе, ну, такой минивэн. Может быть бы он, конечно же, разошелся бы у нас, ну, как бы стал популярным, но почему-то что-то пошло не так, и вот он как-то не зашел. Не знаю, видать, может быть, техническая часть была не очень, потому что я видел автомобиль, да, старый. Ну, старый, да, он такой ушатанный вообще, вот в хлам просто. Не знаю, то есть, если вы берете минивэн какой-то европейский, да, там, или американский, грубо говоря, он может там и 20 лет быть у вас в идеальном состоянии, то это через 20 лет, наверное, не будет в таком состоянии. Но хотя, опять, зависит от хозяина автомобиля, как он его эксплуатирует. В общем, 7 мест, я так понимаю, должно быть. Ну, не знаю. Сейчас у нас Ларгус появился вместо этого. Хотя обещали, может быть, возобновить. Хотя сейчас вот все может быть. И может быть опять эта Надежда у нас появится, но в более таком измененном состоянии. Не знаю. Так. Значит, фары от ВАЗ-2110. А как их поставили? Так, что ли? Горизонтально? Смотрите, фары от ВАЗ-2110. Хорошо вписались в форму минивэна. Не знаю. Ну ладно. Значит, число мест 7, грузоподъемность 600 килограмм, максимальная скорость 135 километров в час. Ну, мощность двигателя 76 и 128. А, нет, вру, только 76, это 128 нанометров. В общем, крутящий момент, так сказать. Вот, смотрите, и скорые планировались, и такси. А, передние фары. Все, от десятки здесь стоят. Видите, обновленные. Мордашки обновленные здесь. А у нас вот такая вот инкассация, соответственно, фургон. Ну, в целом, задумка очень интересная. Бронто. Видите, какой мощный.
Такая яркая страница здесь. И в следующем выпуске мы получим вот наконец-таки Lada Largus. Тоже довольно интересная модель, думаю, будет. Ну, все. Вот она, модель данного автомобиля. Идет у нас в блистере и на подставке пластиковой. Конечно, вот за эту пластиковую подставку, если честно, мы платим лишнюю копейку. Сейчас можно ее, в принципе, убрать было бы и делать модель по той же цене, по которой они были. Вы эти подставки собираете? Я лично нет. Я все модели откручиваю и ставлю, если либо на... Ну ладно, у меня макет, да, есть, но раньше, по крайней мере, я просто ставил в шкаф. Шкафчик у меня есть, я снимал его как-то, по-моему, на втором канале есть такие видео, как у меня модели стоят. В общем-то, не знаю, кто-то может собирать, но она лишнее, во-первых, место занимает, эта подставка, считай. Здесь еще можно одну модель поставить. Либо вы поставите две модели с этими подставками, да, либо вы поставите три модели, тоже как бы. А в шкафу место бывает ограничено очень. Ладно, я сейчас ее открою. Что здесь у нас написано? Коллекционная модель в масштабе 1.43, приложение к журналу, да, срок службы 10 лет. Ну все, сейчас открываю и рассматриваем поближе. Ну что ж, вот она модель. Цвет, кстати, могу сказать сразу, это какой-то синий-зеленый. В общем, без каких-то изысков, вот прям сказать, что вау, покраски, ничего не могу. Обычная такая краска. Прям просто покрашенная модель. И цвет такой как-то, не знаю, удачный, неудачный, это уже судить вам. В общем, поворотник у нас окрашен, здесь сразу могу отметить. И передняя часть выглядит вот таким вот образом. Здесь у нас четырехглазый автомобиль, да, получается, 4 фары, соответственно. Пластик это идет. Поворотники и габаритные огни здесь у нас окрашены. Ой, окрашены, извиняюсь, тоже сделаны из пластика. Тоже так классно. А вот противотуманки тоже сделаны из пластика. Детализация по передней части классная, ничего сказать не могу. Значок АвтоВАЗа присутствует, дворники сделаны отдельным элементом. Тоже довольно симпатично все это дело выглядит. Салон у нас в черном цвете, к сожалению. Ну, в целом, если рассмотреть, то сделано неплохо. Ну-ка, с этой стороны. Принести фонарик, наверное, и подсветить надо. Так, принес фонарь. Давайте попробуем. Ну, не знаю, видно, не видно вам. В общем-то, сейчас. Так может быть. Вот, заднее сиденье, смотрите. Ну, в целом неплохо сделано, довольно симпатично. Так, ох, ярко очень. Вон приборная панель, торпеда видно. Ну, в общем, в целом неплохо. Детализация неплохая у нас у данного автомобиля. Здесь у нас задняя часть выглядит вот таким вот образом. Здесь Lada у нас 2120, да, 1.8 двигатель, пластиковая оптика вся, причем сделана. Заднее стекло у нас сеточка идет, дворник сделан. Очень клево. Честно сказать, класс. Здесь вот вопросов вообще не возникает. Салон. Посмотрим еще так. Попробую вам показать. Зеркало заднего вида конкретно там есть. Ну и 7 мест. 7 мест у данного автомобиля. Эта дверь у нас сдвижная. С этой стороны у нас двери нету. Да, глухая заглушка. Бензобак сделан с одной стороны. Ну и в целом все. Резиновая покрышка на колесе, имитация сталь, нового диска здесь идет. И нижняя часть, кстати, зеркала у нас сделаны вместе, не вместе, они сделаны отдельной деталью, но имеют имитацию зеркала. И снизу автомобиль выглядит вот так вот. Тоже классная проработка, в принципе, здесь виднеется, да. Надежда, ВАЗ-2112, Диагостини, масштаб 1.43. Я так понимаю, задний мост сделан. Автомобиль у нас не полноприводный, я так понимаю. Хотя, не знаю. Вот, честно, я что-то не вникал. Наверное, были полноприводные автомобили, но не точно. В общем-то, модель классная. Разбирается двумя болтами под крестовую отвертку. Можно разобрать и посмотреть, что внутри. Прокат автомобиля довольно ровный. А то мне пишут, бывают колеса кривые. Да, бывает, но здесь как бы все тип-топ. В общем-то, вот и все. Вот такой вот сегодня видос. Если вам понравился, то
С вас лайкос, с меня видос. Всем, короче, до свидос.